Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Сделает ли она шаг к вам навстречу? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. У вас произошли кардинальные перемены в жизни. Причем, смотрите, буквально недавно, да, была похожая ситуация в раскладе, который мы с вами делали. Опять же падает, да, та же ситуация, когда вы на самом деле человек сильный, уверенный в себе, вы как-то ну, то ли обозлились, не то чтобы на весь белый свет, но на женщин это точно обозлились. У вас произошли кардинальные перемены, связанные с семьей, с отношениями, когда был переезд, когда было расставание, причем расставание очень болезненное для вас. Вы такой человек, который вот после всего, что произошло, вы стали более, ну, рассудительный, что ли, да? Вот если раньше вы немного не так относились, попроще как-то ко многим вещам относились, то сейчас вы очень сильно все фильтруете. Вы фильтруете окружение, вы фильтруете женщин, вообще то, что вам говорят, то, что делают окружающие. Очень теперь у вас такой намного серьезнее подход стал. Вы вообще по жизни привыкли быть победителем. Вы победитель по жизни и очень целеустремленный человек. У вас, если есть какая-то цель, вы, несмотря ни на что, вы пойдете к этой цели. Вам не страшны преграды. Вы, по крайней мере, будете стараться что-то делать. Вот знаете, как говорят о таких людях обычно, что, ну, по крайней мере, вот он попробовал, да? Вот он попробовал, и даже если не получилось, то жалеть не будет. Потому что попытки испытать, попробовать были. Другое дело, когда что-то хочешь, но ничего не делаешь, не пробуешь, а потом кусаешь локти. Нет, это не про вас. Вы такой человек, который вот четко идет к своей цели. Кардинальные перемены, которые произошли в вашей жизни, знаете, они затронули, но именно вас до глубины души. Вы особо ни с кем не делитесь, как вам тяжело и плохо. Вы вообще сильный человек, вы такой выносливый, хотя вам настолько хреново бывает. Вот знаете, как бывают минуты накатят, когда, ну, просто, грубо говоря, волком выть хочется. От того же одиночества, от того же, что просто вот, ну, так все получилось, да, потому что планы у вас были совершенно другие. Вы вообще на самом деле человек такой, который очень ценит отношение к вам. Вот вы цените взаимность, да, вот вы считаете, что к вам должны относиться так же, как и вы. Вы очень такой человек, ну, любвеобильный, даже романтичный в каких-то моментах бываете. Вы очень компанейский, вы умеете и стол накрыть, если нужно. Вы очень гостеприимный такой. Но вот именно делаю акцент после вот этих событий, которые произошли в вашей жизни, ну, стали более, ну, холодноватым, наверное. Вот, знаете, ну, закрылись, вот так вот, наверное, скорее правильнее будет. Вот вы больше закрылись, вы стали в чем-то более жестким, вы стали, ну, так, немного подозрительным. То есть акцент, осадок вот именно на прошлое, именно из-за прошлого вы стали таким. Давайте посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Женщина, которую вы любили. Это женщина, на которую вы очень много потратили денег, материальных благ. Это могут быть какие-то подарки, это могут быть вообще какие-то бытовые покупки, машины, квартиры. То есть все, что вы вкладывали, все, что вы покупали. То есть, ну, на эту женщину вы очень много и денег, и сил, и средств потратили. Причем еще может проигрываться, что некоторые из вас допускают все-таки мысль о том, что можно помириться с этой женщиной. Вот эту вот калиточку, которая у нас нарисована, да, вот она открыта. Вот вы все-таки надеетесь, что
а вдруг получится вернуться, да, а вдруг, вот есть такая, знаете, ну пусть какая-то сиюминутная, плюс хоть маленькая на сотую долю, но надежда все-таки. Вы настолько, вот я смотрю по раскладу, настолько сильно вкладывались в эту женщину, что, ну знаете, мало какой мужчина будет совершать такие деяния. Женщина очень такая продуманная, женщина, которую вы считали, что она ваша судьба. Вы думали, что будете жить долго и счастливо вместе, ну как бы и в горе, и в радости. Причем, смотрите, может также проигрываться, что эта женщина либо же очень интуитивная, имеет очень хорошую интуицию. В принципе, многие женщины имеют довольно сильно развитую интуицию, но здесь даже больше я склоняюсь к каким-то магическим способностям. Либо же она сама это делает, увлекается, тренируется, какие-то вот эти вот ритуалы делает, да, либо же сама ходит, если есть такая надобность, может быть, ходит уже к профессионалам, чтобы какие-то вот не очень хорошие вещи делать для других людей. Далее, вот с этой женщиной какой-то период вы, да, вы чувствовали себя, да, вот вы императором себя чувствовали, но это было очень давно. Это было скорее, ну, в самом начале отношений. Потом они начали у вас портиться, потом уже этого императора, ну, просто изранили. Вот просто, вот как на этой карте нарисовано, просто изранили вот этими вот мечами, да, ножами. Хотя, несмотря на то, что, вот смотрите, однозначно с этой женщиной проигрывается измена. Появился еще один мужчина, который, ну, скорее помоложе вас. Вы все равно, вот некоторые, опять же говорю некоторые, потому что это общий расклад, не теряете надежду ее вернуть. Дамочка очень продуманная, очень конфликтная, скандальная такая, может из мухи слона сделать, придраться. Ну, в общем-то, несмотря на то, что она довольно неплохо выглядит, да, но вот у меня такое ощущение складывается, что вам уже настолько была ее красота, фигура, даже если, допустим, вот тот же интим вас устраивал, для вас это уже стало в конце неважно, потому что вас достала сама атмосфера с этой женщиной. Настолько накалились ваши взаимоотношения, что вам уже ничто не нужно, ни красота, ни фигура, вам хотелось просто спокойствия. Итак, давайте-ка посмотрим, сделает ли она шаг к вам, да, будет ли она что-нибудь делать в вашу сторону. Ей очень непросто сейчас, довольно непросто. Почему непросто? Дамочка запуталась в мужчинах. Причем я вам скажу, что она, ну, похоже, она по молоденьким пошла. Как бы это странно ни звучало, знаете вы об этом или нет, можете написать мне в комментариях. Но опять же, смотрите, она выбирает более молодых партнеров, она как бы самоутверждается за их счет. Ну, как правило, это идет из подсознания, это может быть даже родом из детства, все вот эти, как я уже говорила, наши страхи и комплексы. У нее тоже может проигрываться эта ситуация, что ей больше нравятся, ну вот помоложе мужчины, моложе вас однозначно. Но опять же, эти мальчики, они ее ну чисто поимели. Вот я не вижу у нее счастья, ей хочется любви, да, вот ей очень хочется, но у нее нет. У нее вот приходят мальчики, вот эти вот молодые, которые поматросили и бросили, грубо говоря, и с которыми она чувствует себя одинокой. Да, она может потусить какой-то период, да, с мужчинами, с молодыми, покайфовать, это здорово, когда рядом там молоденький, да, но она не думает о последствиях, что эти молоденькие ее чисто используют. У каждого это свои цели. Так, однозначно. Она просто вот, знаете, как она хочет найти новую любовь, нового статусного денежного мужчину, но его нет. Все молоденькие как-то попадаются, вот которые, ну, чуть ли не в сыновья ей годятся, да. Она очень хочет семьи, она хочет любви. Так, ну вот она сейчас в тупике. Она реально в тупике, у нее еще финансовые проблемы проигрываются. Поэтому, смотрите, сейчас вот жизнь у нее, ну, так не позавидуешь, мягко говоря. Вот не позавидуешь абсолютно. Человек чувствует себя одиноким, несчастным.
Человек, которого используют более молодые мужчины, ну, ради плотских утех, потому что для другого ее больше, ну, никак нельзя использовать. Она не миллионерша, в конце концов, чтобы ее раскрутить на деньги, допустим. Ее чисто поматросили и бросили, и осталось осадок, остался такое, знаете, вот состояние боль обманутых надежд. Дама, которая, ну, цены себе не сложит, она себя очень чувствует сейчас ущербно, чувствует себя вот, ну, реально ненужной. Будет ли она к вам проявляться? Будет ли она что-то делать? Она бы, знаете, она бы хотела. Вот она ностальгирует. В принципе, она ностальгирует и за вами. Она вспоминает. Но опять же, она вспоминает. Посмотрите, вспоминает, как вы давали денежку, как вы что-то ей дарили, может быть, покупали, как вы ее баловали, да? И опять же, она прекрасно понимает, что все, с вами уже песня спета. С вами все закончено. Поэтому разве что, да, она может проявиться, кстати, у некоторых может проиграться, что она может проявиться еще чисто даже пофлиртовать. Вот если вы кто общаетесь с ней, она может проявиться с тем, чтобы, ну, позажигать, как в старые добрые времена. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Не более того. Но у нее ничего не получится. Вот даже если она начнет как бы флиртовать и пытаться с вами там пошалить и все такое, да, скорее всего, посмотрите, у нас по магу четко, здесь идут манипуляции. Здесь на чаше весов четко стоят деньги, успех, да, вот сытая жизнь стоит. Вот если она даже объявится к вам, то это однозначно будет только в корыстных целях. Но опять же, я не вижу, что вот проявление ее именно с целью помириться. Нет. Вот да, пошалить там под рюмку разных напитков, да, она может. Может чисто поразвлечься, но чтобы вот вернуть вас, нет, потому что она прекрасно понимает, что уже все, да, у нас по башне вот выпала башня. Это разрушение. Она прекрасно понимает, что ничего не получится. Она понимает, что вы просто ее отошьете. И четко идет манипуляция вами. Поэтому нет, она мириться не будет, она разве что так, легкий флирт, легкий романчик может предложить, да, ну как бы интим по дружбе. Но не более. Я не вижу абсолютно ни примирения, я не вижу никаких-то, знаете, ни чувств, ничего, никаких благих целей от нее, по крайней мере. И вы, кстати, нет, вы уже нацелены на совершенно другую жизнь, вы нацелены больше на новую женщину. Вы уже как бы ее знаете, вот как бы вам тяжело не было, но вы ее закрыли вот как прочитанную книгу. Вы не хотите возвращаться к ней. Поэтому вы будете в поисках новой женщины, а она пусть остается при своих интересах и со своими мальчиками, да, мальчиками-зайчиками, которые ее матросят и бросают. Вот как-то так. Поэтому, если, ребята, кто-то из вас еще тешит надежду вернуть ее, да, что она, может быть, любит вас, нет, она таких шагов к примирению делать не будет. Шаг к интиму, да, она может сделать, и то под рюмочку. А так, чтобы вернуть семью, вернуть отношения, нет. Это она даже сама понимает, что назад дороги нет, возврата нет, и уже ничего не будет. Ну, просто разбитую чашку уже не склеишь. Поэтому будьте бдительны, не ведитесь на поводу. И как бы, знаете, вот все-таки лучше смотреть с надеждой вперед, чем подбирать вот эти вот объедки из прошлого. Извините за такое сравнение. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!